Здравствуйте! Кашель – основной симптом простудных заболеваний, в том числе трахеита, бронхита, пневмонии. Он также возникает на фоне аллергических реакций. Поэтому в первую очередь необходимо лечить болезнь и попутно с основным лечением принимать меры, которые помогут избавиться от кашля. В то же время, благодаря кашлю, дыхательные пути очищаются от пыли, мокроты, вредных бактерий. Принимать экстренные меры необходимо лишь тогда, когда с кашлем сопровождаются простудные заболевания, о чем можно судить по повышенной температуре тела и общей слабости. Как вылечить кашель за один день у ребенка? Если кашель только заявил о себе и температура у ребенка не выше 37 градусов, ему помогут согревающие процедуры. Ножки должны все время находиться в тепле. Маленькому ребенку в носочки следует насыпать горчичный порошок, а детям постарше нужно перед сном попарить ноги в горчице. Одновременно с тепловыми процедурами необходимо начать прием противовирусных и противовоспалительных препаратов, не дожидаясь, когда инфекция перейдет на бронхи и легкие. На грудь и спину ребенка нанесите согревающую мазь и разотрите ее легкими массажными движениями. Массаж облегчит состояние ребенка и поможет ускорить выход мокроты. Отхаркивающим эффектом обладают сиропы, к примеру, амбробены, которые дети пьют с удовольствием. Но сироп нужно принимать только по назначению врача. Зато всегда можно прибегнуть к помощи народных средств, эффективность которых проверена временем. От надсадного кашля поможет теплое молоко с медом, с кусочком сливочного масла и щепоткой соды. Не всем детям этот напиток придется по душе. Тогда на основе молока можно приготовить другое средство от кашля, которое понравится всем без исключения. Мелко нарежьте 2 небольших инжира, залейте их стаканом теплого молока и дайте настояться 20 минут. Давайте ребенку 5-6 раз в день по столовой ложке. Травяные сборы – первый помощник при любых заболеваниях. С их помощью можно лечить бронхит, кашель, трахеит и воспаление легких. Важно правильно приготовить травяной настой. Обычно травы заливают кипятком и настаивают какое-то время. А для того, чтобы травы оказывали лечебное действие, их нужно заваривать следующим образом. Залить холодной водой, 15 минут нагревать на водяной бане, затем настоять в течение получаса. Полученную жидкость процеживают и делают объем до 200 мл. Травяной сбор номер 1. При кашле помогает сбор из листьев смородины, мати-мачехи, травы зверобоя, душицы, листьев шалфея, цветков липы и одуванчика. Возьмите все компоненты в равных количествах и измельчите их. Столовую ложку сбора нужно залить 2 стаканами горячей воды, а затем настоять в термосе 2 часа. Принимать по полстакана каждые 3 часа. Для вкуса и усиления лечебных действий в травяной чай желательно добавить ложечку меда. Хорошо выводит мокроту настой из листьев мати-мачехи и бузины. Его можно приготовить на водяной бане или настоять в термосе. Травяной сбор номер 2. Если осип голос и першит в горле, поможет настой из листьев ежевики, малины, мати-мачехи и липового цвета, взятых в равных количествах. 2 чайные ложки сбора залейте стаканом кипятка и настаивайте 20 минут. Настой применяется для полоскания горла и используется вместо чая. Как можно вылечить кашель за один день? Самые эффективные методы. В народной медицине лечебные свойства лука используются во многих рецептах. Лук от всех недуг, особенно эффективен при лечении кашля. Метод номер 1 – лук. Приготовление. Измельченную головку репчатого лука смешайте с 2 ложками сахара и 100 мл воды. Варите на слабом огне в течение 30 минут. Когда смесь остынет, добавьте 2 столовые ложки меда. Применение. Принимать по столовой ложке 5-6 раз в день. При кашле полезен и жареный лук. Его обжаривают на сливочном масле и смешивают с ложкой меда. Метод номер 2 – чеснок.
Избавиться от кашля народными средствами можно и с помощью чеснока. Приготовление. Измельчите 3-4 зубчика чеснока, смешайте их со столовой ложкой меда и съешьте эту смесь в течение дня. Несколько капель чесночного сока разведите в столовой ложке теплого молока и выпейте перед сном. Спокойный сон вам гарантирован. Метод номер 3 – мед. При лечении простудных заболеваний традиционно используется мед. Его добавляют в травяные настои, смешивают с молоком, из него готовят лечебные кашицы. Самое простое и доступное средство от кашля – пить теплое молоко с медом несколько раз в день. Хорошие результаты дает смесь меда 100 грамм с соком одного лимона или с соком хрена. В народных рецептах мед смешивают с тертой черной редькой, но можно приготовить редьку с медом иначе. Редьку хорошенько моют, затем с нее срезают верхнюю часть. В середине делаю углубление, в которое заливают 2 столовые ложки меда. Дают настояться 3-4 часа, после чего принимают по столовой ложке перед едой и перед сном. Это средство рекомендуется и детям, и взрослым. Хорошо зарекомендовала себя лечебная кашица из меда и измельченного чеснока, взятых в соотношении 1 к 1. Принимать по столовой ложке 3 раза в день. Особенно мед эффективен с малиной, мать-и-мачехой и другими растениями, обладающими отхаркивающим действием. Мед и лекарственные травы усиливают лечебные действия друг друга. Мед используется при ингаляциях, его смешивают с мукой, творогом, формируют лепешки и ставят на спину и грудь ребенка для прогревания. Метод номер 4 – ингаляции. Эта процедура в домашних условиях проводится над кастрюлькой. В доме, где есть дети, должен быть ингалятор. Это не только удобнее, но и безопаснее для ребенка. Ингаляции можно проводить с любой травой, обладающей отхаркивающим эффектом, картофелем. Чтобы процедура была действенной, она должна длиться не менее 15 минут. Целебные пары прогревают дыхательные пути и бронхи. Если для ингаляции вы используете картофель, то его достаточно вымыть, но не чистить. Целебные свойства этого корнеплода именно в кожуре. После ингаляции картофель можно применить для прогревания. Разомните его и выложите на хлопчатобумажную ткань или несколько слоев марли. Компресс следует делать перед сном, прикладывают его к спине или на грудь. Когда картофельная масса остынет, компресс нужно снять, а для того, чтобы ночью не мучил кашель, выпить лечебный коктейль из 2 взбитых желтков, ложки меда и ложки водки. После такого эффективного прогревания изнутри и снаружи на утро от кашля не останется и следа. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!